Здравствуйте, друзья! Ну что ж, пришло время подводить киноитоги уходящего 2019 года. В этот раз формировать топ-20 лучших фильмов мне помогали зрители со всего мира. 10 сайтов, европейские, азиатские, англо- и мультиязычные. Ну и конечно же, больше всего оценок собрано именно с русскоязычных сайтов. Надеюсь, это помогло мне создать действительно правдивый топ. Не забываем ставить лайк, подписываться, погнали! Ну что ж, открывает наш топ картина, которую весьма тепло встретил отечественный зритель в погоне за Бонни и Клайдом. События ленты разворачиваются в 1934 году во время Великой депрессии, когда грабители банков Бонни и Клайд получили статус народных героев. Благодаря защите со стороны простых жителей, бандиты стали недосягаемы для официальных властей. Поэтому принимается решение нанять двух отставных техасских рейнджеров Фрэнка Хеймера и Мэнни Голтома и поручить им поймать Бонни и Клайда живыми или мертвыми. Только один человек сможет их поймать. Я вернусь. Найдется местечко для одного. Да ты даже не собран. Была не была, садись. Не изменяя себе, Дисней выпускает ремейк за ремейком. Одним из самых успешных в этом году стал новый Король Лев. Его сюжет разворачивается в далекой африканской саванне, жители которой празднуют знаменательное событие. У их короля мудрого льва Муфасы родился сын Симба. Беседуя с отцом, тот загорается мечтой стать таким же великим и справедливым правителем. Однако не всем в королевстве по душе появление наследника. Шрам, расчетливый и завистливый брат Муфасы, уже вынашивает коварные планы по захвату престола. Несмотря на то, что исторические фильмы это весьма дорогостоящее удовольствие, Netflix продолжает хоть и не часто, но радовать любителей этого жанра. Король. Англия, начало 15 века, разгар Столетней войны. Принц Уэльский Хэл ведет распутный образ жизни со своим приятелем Фальстафом и не помышляя о притязаниях на трон. Но когда от болезни умирает его отец, король Генрих IV, Хэлу приходится принять корону. Став Генрихом V, молодой правитель сталкивается с заговорами, восстаниями и ужасами затянувшейся войны. Чувствуете вы удовлетворение? В каком смысле? Во всех смыслах. Чувствуете? Несмотря на то, что хороший ремейк снять не так уж и легко, Диснею раз за разом это удается. И уже вторая их картина занимает место в сегодняшнем рейтинге. Аладдин. По сюжету на базаре Аграбы уличный воришка Аладдин спасает принцессу Жасмин от гнева разъяренного торговца и сразу же в нее влюбляется. Тем временем советник султана Джафар пытается заполучить волшебную лампу, чтобы освободить из нее Джина и захватить власть над королевством, но чтобы сделать это, ему нужен кто-то чистый душой, кто-то наподобие Аладдина. Ты выглядишь принцем снаружи, но я ничего не менял внутри тебя. Пора. Стой, я здесь главный. Я решаю, когда пора. Серьезно? Франшиза, изменившая мир боевиков, третья часть которой по праву занимает место в нашем топе. Джон Уик 3. В центре сюжета по-прежнему находится опытный киллер Джон Уик, который убил члена гильдии ассасинов на территории отеля Континенталь, тем самым нарушил профессиональный кодекс, за что получил статус изгоя, экскоммуникада. И теперь за его голову назначено вознаграждение в 14 миллионов долларов. И десятки самых опасных убийц не остановятся ни перед чем ради получения награды за такого опасного зверя. По-вашему, он выберется? Награда за его голову 14 миллионов. За них передерутся все в этом городе. Я бы сказал, шансы равны. Единственный фильм ужасов, которому удалось пробиться в двадцатку лучших, продолжение культового сияния «Доктор Сон». Согласно сюжету, прошло уже много лет с тех пор, как мальчик с паранормальными способностями Дэнни Торренс пережил кошмарный сезон в отеле Оверлук, где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Однажды с Дэнни устанавливает связь невероятно одаренная сияющая девочка Абра. Вскоре ей потребуется его помощь, чтобы противостоять истинному узлу, группе охотников за особенными детьми. Ну, привет. Прочь из моей головы! Убирай! Я не ощущала подобной силы так долго. Один из тех фильмов, который большинству хоть и понравился, заполучил также и немало негатива.
Стоит отметить, что именно русскоязычная аудитория дала самые низкие оценки новой картине Тарантино «Однажды в Голливуде». Это история о звезде телешоу Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте, которые пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. В это время неподалеку от них преступная секта, возглавляемая Чарли Мэнсоном, переходит от сатанинских ритуалов к кровавым расправам над людьми. Мои руки – смертельное оружие. Если я случайно в драке тебя прикончу, то сяду в тюрьму. Да кого угодно посадят, если он прикончит человека. Убийство называется. Разумеется, наш рейтинг не может обойтись без участия фильмов студии Marvel «Человек-паук вдали от дома». По сюжету, после событий, показанных в картине «Мстители. Финал», Питер Паркер пытается смириться с многочисленными переменами. Поездка в Европу вместе с классом может помочь парню, однако Ник Фьюри намерен привлечь Человека-паука к новой миссии. Он знакомит его с супергероем Мистерио из параллельной вселенной, который пытается остановить могущественных элементалей, готовых уничтожить Землю с помощью сил стихии. Это что за тип? Вроде как гибрид Железного Человека и Тора. Человек-паук покруче. Да что ты нашел в этом Человеке-пауке? Что, он следит за порядком, у него клевый костюмчик, и я его уважаю. Как дела, неудачник? Несомненно, одна из самых ярких и самобытных картин этого года – экранизация японской манги «Сны оружия» «Алита. Боевой ангел». События фильма происходят через 300 лет после разрушительной войны. Бродя по свалке железного города в поисках полезных компонентов, доктор Дайсон Ида находит почти уничтоженную девушку-киборга, после чего восстанавливает ее и называет в честь своей покойной дочери. Лишившись всех воспоминаний о себе и о мире, который ее окружает, Алита решает раскрыть тайну своего происхождения. Ты так и не понял, кто я. Весьма неплохая, легкая комедийная драма о семейных ценностях для семейного просмотра «Семья по-быстрому». В центре сюжета оказываются супруги Пит и Элли, которые считают, что в мире слишком много сирот, и поэтому решают усыновить ребенка. Сперва они надеялись взять только одного, но в силу обстоятельств становятся приемными родителями сразу 3 детей, старшей из которых уже исполнилось 15 лет. И теперь Питу и Элли нужно приложить максимум усилий, чтобы превратить семью по-быстрому в настоящую. Ну давай, починю. Спасибо, папочка. Я получил первого папочку. За что? Честно! Первое слово «мамочка». Эй, милая, тебе не нужна помощь? Нет! Нечасто в моих видео мелькают мелодрамы, однако этому фильму удалось пробиться даже в главный топ этого года, в метре друг от друга. Сюжет вращается вокруг главных героев Уилла и Стеллы, молодых влюбленных друг в друга пациентов, которые страдают от одного и того же опасного заболевания. Под угрозой смерти им нельзя подходить друг к другу ближе, чем на 1,5 метра из-за риска перекрестной инфекции. Но истинная любовь не знает границ, и по мере того, как Стелла и Уилл сближаются, соблюдать правила становится все труднее. Так, все таблетки будем пить вместе, чтобы я знала, что ты не халтуришь. По рукам? Смешно. Вот какие темы в кино отечественный зритель обожает, так это истории про собак. Встречайте, «Собачья жизнь 2». По сюжету пес Бейли весело проводит время на ферме вместе с хозяином Итаном, его женой Ханной и внучкой по имени Си Джей. Спустя время мать девочки забирает ее, и когда время Бейли подходит к концу, он обещает Итану найти Си Джей в следующей жизни и защитить ее любой ценой. Так начинается путешествие пса, который проживает несколько жизней, наполненных любовью и дружбой, прежде чем воссоединиться с хозяйкой. Когда ты вернешься, позаботься о Си Джей. Ты нужен ей так же, как и мне когда-то. А потом чудо! Я снова стал щенком, а Си Джей – смыслом моего существования. Она так выросла! Еще один фильм, повествование которого ведется от лица животного, опять же собаки. Невероятный мир глазами Энцо. В центре истории находится любимый пес автогонщика Дэнни Свифта. Будучи начинающим спортсменом, мечтающим о победах на трассах Формулы-1, Дэнни принимает неожиданное решение о покупке очаровательного щенка. С этого момента пес становится преданным другом и неотъемлемой частью жизни своего владельца, наблюдая за его успехами и неудачами, радостью и печалью, а также разделяя с хозяином жажду скорости.
Я не особо люблю собак. Да он почти человек. Дэнни явно запал на ее экстерьер. Она, небось, и мылась каждый день. А чего он на меня так смотрит? Ты ему нравишься? Тема классических детективов переживает сейчас не лучшие времена, популярность жанра падает, тем не менее один из таковых фильмов сумел пробиться в топ – «Достать ножи». Согласно сюжету, сразу после празднования 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мертвым, а все присутствующие родственники оказываются под подозрением. За расследование берется обаятельный частный детектив Бенуа Блан, нанятый анонимом. Ему явно придется нелегко, ведь у каждого родственника есть свой мотив. Смелое предположение. Смешно, Рэнсом. Пропустил похороны, но к завещанию явился заранее. Идите в жопу. Я дала тебе лучшие Рэнсом! годы. Я бы сбила эту наглую... Надо собираться почаще. В прошлом году «Мстители» заняли второе место в списке лучших фильмов года. На этот раз им придется довольствоваться лишь 6-й строчкой «Мстители. Финал». Герои Земли пытаются разобраться с последствиями судьбоносного щелчка Таноса, унесшего половину жизни во Вселенной. Желая вернуть своих павших товарищей, оставшиеся супергерои выслеживают Титана, но узнают, что камни бесконечности были уничтожены. Несмотря на это, герои, заручившись поддержкой новых союзников, разрабатывают отчаянный план, но в этот раз без права на ошибку. Не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? Снова ко мне. Один из самых амбициозных проектов от студии Netflix в этом году, кинолента «Ирландец», поведает историю жизни Фрэнка Ширана, обычного водителя грузовика, который со временем понял, как можно зарабатывать больше и начал сотрудничать с местными гангстерами. Со временем его берет под свое крыло авторитет Рассел Буфалино, знакомя его в свою очередь с Джейми Хоффой, профсоюзным лидером. Однако ситуация в криминальном мире ухудшается, когда последний отправляется в тюрьму, а выйдя, решает вернуть утраченный контроль. Мне-то все равно, делали вы это или нет. Знаю. Хотите выяснить, делал я это или нет? Самый кассовый фильм с рейтингом R в истории – «Джокер». Его события разворачиваются в начале 80-х годов вокруг невезучего комика Артура Флека, который живет вместе с больной матерью в небольшой квартире в Готэм-Сити и страдает от редкого психического заболевания, вызывающего у него приступы неконтролируемого смеха. Когда ведущий популярного вечернего ток-шоу Мюррей Франклин публично высмеивает Флека на телевидении, а мать попадает в больницу, мужчина не выдерживает и превращается в того самого Джокера. Одни и те же вопросы каждую неделю. Как дела на работе? У вас были негативные мысли? Все мои мысли негативные. Ну что ж, а вот и тройка лидеров, и бронза нашего рейтинга достается картине «Форд против Феррари». В середине 60-х, после несостоявшейся сделки между Форд и Феррари, разгневанный глава американской компании приказывает своим подчиненным в кратчайшие сроки сконструировать спорткар, который сможет победить итальянского оппонента в 24-часовой гонке в Ле-Мане. Гениальный конструктор Кэрол Шелби объединяет усилия с британским гонщиком Кеном Майлзом, чтобы создать легенду гонок на дальние дистанции Ford GT40. Способны обогнать Феррари? На базе Форда? Точно. И сколько ты им сказал, тебе нужно времени? Лет 300? 90 дней. Лента с кучей наград, несколькими рекордами и тем знаменитым фактом, что после премьеры на Каннском кинофестивале фильму устроили стоячую овацию на 15 минут. «Паразиты». В центре истории находится бедное семейство Ким, которое еле-еле сводит концы с концами. И вот однажды сын получает возможность поработать репетитором английского для девушки из богатой семьи. С помощью поддельного диплома парень успешно проходит собеседование и придумывает необычный способ решения финансовых проблем своих родственников. Обладатель 3 Оскаров и 3 Золотых Глобусов, почетное первое место зрители дарят картине «Зеленая книга». Это реальная история итало-американца Тони по кличке Болтун, который работает вышибалой в одном из клубов Бронкса.
Когда заведение закрывают на ремонт, Тони решает найти временную работу, и вскоре у него появляется отличное предложение. Известный афроамериканский пианист Дон Шерли собирается в турне, и ему нужен хороший водитель и надежный человек, способный решить в пути любую проблему. Влюбиться в тебя. Вот единственное, что далось мне в жизни легко. ПС целует детишек? Как звон коровьего колокольчика в 7-й симфонии Шостаковича. То есть хорошо? Безупречно, Тони. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось видео. Если да, не забудьте поставить лайки и подписаться на мой канал. Будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!